Всем привет! Сегодня по просьбе Мото Джимхана Словакия я делаю разбор его вращений, упражнений вращения на дугу на вращение. Это упражнение является моим самым любимым, пожалуй, для начала тренировки, самой любимой разминкой. Ну, раз уж я делаю разбор для него, подумал выложить в YouTube. Может быть, и другим райдерам будет что-либо из этого полезно. Ну, начнем с траектории. Вот смотрим на расстояние до конуса на входе в поворот и расстояние на конусе на входе во вращение. Очевидно, что у него вход в поворот гораздо ближе к конусу, чем вход во вращение. Я делаю наоборот, потому что вход во вращение – это самая трудная часть этого элемента. Вот этот момент – это когда руль заходит в упор, когда в упоре руля нужно найти новую точку баланса, когда нужно перекидывать голову дальше вовнутрь в поворот и так далее. Поэтому я захожу далеко от конуса, чтобы самая трудная его часть была поближе к нему. Вот это момент, когда я захожу по руля. И дальше уже в вот этом промежутке, это самый стабильный промежуток вращений, когда ты уже готов ко всему, можно экспериментировать, работая задним тормозом, сужать свой радиус. Ну, по траектории на входе плюс-минус, я думаю, понятно. Теперь насчет взгляда. Есть разные методики, как минимум 3 основных в Джимхане, но главное правило – это то, что нужно применять их в зависимости от ситуации в свое благо. То есть, если взгляд не помогает повернуть лучше, то его нужно улучшить. Вот, например, здесь на входе он смотрит на конус, потом закидывает голову, но совсем чуть-чуть и оставляет ее там. И вот этот весь промежуток он едет просто потому, что не получилось повернуть голову дальше, он едет широко. Вот, я бы вот в этом моменте продолжил бы поворот головы дальше, чтобы заехать чуть поуже. И чуть раньше бы я перебросил взгляд на следующую точку. И самое важное, что на выходе я в этом моменте уже бы смотрел туда, куда я собираюсь ехать. Вот выход из вращения. За 90, даже нет, наверное, за 180 градусов примерно до следующего конуса я смотрю уже на свою точку входа в следующий поворот. В данном случае это широкая дуга, поэтому я уезжаю широко до точки, а потом перевожу взгляд уже непосредственно на следующий конус и туда, где я буду входить уже во вращение. Тоже делаю вращение до вот этого вот момента. Сколько здесь? Ну, примерно, да, вот 180 градусов до следующего конуса. Я снова перевожу взгляд туда, куда я поеду. И вот я уже в этом моменте готов ускоряться, полностью готов к широкой скоростной дуге. Доезжаю до точки и перевожу взгляд на точку входа во вращение. А теперь можно поговорить о работе газом на выходе из поворота. Так как нам здесь нужна широкая и очень округлая дуга, чтобы эффективно ускориться и зайти в следующее вращение, нам просто необходимо очень плавно работать газом. Здесь очень очевидно, что на выходе вот еще есть какой-то наклон мотоцикла. Вот он газ приоткрывает, и раз, мотоцикл выпрямился. То есть здесь где-то он приоткрыл, потом он начал ускоряться сильнее, и тут же выровнялся. Практически вот он ровно едет. И дальше уже просто благодаря переднему тормозу он заходит во вращение. В идеале нужно заходить по дуге с большим наклоном. Чем больше наклон, тем будет проще зайти в следующее вращение. Вот очень сильно агрессивный и максимально стильный пример того, как нужно выйти из вращения. Вот он выходит из вращения. Вот нужно обратить внимание на его
вилку, вон, где хромовый стакан, у него видно чуть-чуть. Это вот сейчас вилка в максимально сжатом положении. Вот она чуть-чуть раз приподнялась, это он приоткрыл газ и задержал газ в этом положении, чтобы не сильно ускориться, а всего лишь чуть-чуть. И на этом небольшом газу он выходит на дугу. Вот мотоциклу стало не хватать этого газа, чтобы продолжать распрямляться, он начинает, наоборот, заваливаться. И это то, что ему нужно было, чтобы принять положение для агрессивного ускорения в дуге. Но здесь он очень дико это все делает, даже вот с коленочкой. И вот мы видим подергивание. Это уже открытие для непосредственного ускорения. Вот заднее колесо даже, по-моему, чуть-чуть шлифануло. Оба колеса резко в одну плоскость сошлись из-за счет того, что он открыл газ. Вот можно еще раз в нормальном ускорении посмотреть. Выход. Приоткрыл, ждет, открылся полностью. И на плавном газу проходит широкую дугу. Ну что ж, на этом все. Если вдруг у кого заканчивается мотивация, добро пожаловать в Instagram, highlights интервью. И читаем о том, как лучшие райдеры Китая достигли своих высот, как они прошли свой путь, некоторые секретные техники и много интересных историй.